Правительство в кои-то веки напрямую исполнило обещание Путина, данное еще до выборов на послании Федеральному собранию. Явилось в Госдуму с законодательной инициативой о повышении налогов на прибыль для компаний и, что гораздо более существенно, о введении полноценной прогрессивной шкалы подоходного налога для физлиц. Вообще интересно, насколько искажено в России поле публичного обсуждения. Ведь, по правде говоря, в отношениях человека с государством нет ничего важнее налогов. Государство – это в первую очередь фискальный орган. Все остальное – ветки на стволе сбора денег и их распределения. По отношению к налогам политики делятся на правых и левых. Сколько с граждан брать, в какой пропорции раздавать? Эти вопросы – содержание политики не только в конкурентных демократиях. Это и есть сама политика, и везде, включая Северную Корею. В России же тема налогов, во сколько гражданам обходится содержание государства, это тема последовательно и сознательно выдавленная из публичного обсуждения. Все просто как-то приняли за факт. Налоги в России низкие, а государство существует на деньги, которые ему текут прямо из нефтяной трубы. Тем временем правительство, едва успев бодро отрапортовать, что денег у него как никогда много и конца им нет, пришло в Государственную Думу с законопроектом об очень значительном повышении налогов, как на доходы граждан, так и на прибыль компаний. Теперь доход от 200 тысяч рублей в месяц признается первым уровнем богатства. Ставка для граждан с таким доходом планируется 15%. С 417 тысяч рублей до 1,7 миллионов уже 18%. До 4 миллионов 170 тысяч это 20%, а все, что выше, 22%. На самом деле не так уж нужно смотреть на конкретные цифры. По мере того, как инициатива станет законом, все параметры могут еще 10 раз измениться. Причем, как водится, не в лучшую для граждан сторону. Главное для нас другое. Российское государство ищет, где бы взять деньги. И это очень плохая новость. И не только потому, что российскому государству денег давать совершенно не хочется. В отличие от всех предыдущих правительственных инициатив по типу разового налога на экспортеров или изъятия сверхприбылей у промышленников, теперь речь идет о фундаментальном изменении порядка налогообложения. Государство не пытается закрыть какую-то дыру прямо сейчас. Оно считает, что ему требуется радикально больше денег в долгосрочной перспективе. Получается нестыковка. Вроде бы смотришь на отчет по исполнению бюджета за первый квартал, и все там так хорошо, что лучше и быть не может. Дефицит есть, но он даже ниже прогноза. Зачем же правительству прямо сейчас настолько нагло лезть в карманы граждан? Это ведь, очевидно, непопулярная мера, причем коснется она не жителей Тувинской деревни, на которых принято скидывать все издержки без политических последствий, а в первую очередь москвичей. Правительство радостно потирает руки в подсчете потенциальных миллиардов, которые оно получит. Но вроде как сейчас такой уж острой необходимости-то в них нет. Единственным возможным ответом на эти парадоксы может быть то, что правительство предполагает, что доходы ему эти потребуются в ближайшем будущем. В ближайшем будущем, думает правительство, нам нужен будет дополнительный источник доходов, не до такой степени зависимый от нефтяных цен. Постоянный источник денег. Правительство предполагает, что с него будут требовать все больше и больше. Вот и ищет дополнительные источники. В России сейчас есть ровно одна черная дыра, которая пожирает весь избыток денег в бюджете. Она называется война. Война в широком смысле. Речь не только о той трети всех расходов, которые напрямую съедает Минобороны. Тут тебе и дотации региональным бюджетам, которые должны откуда-то взять тот самый миллион, положенный за подписание контракта. Война – это расходы на инфраструктуру, на то самое восстановление оккупированных территорий. Война – это инвестиции, а государство сейчас инвестирует почти исключительно в военную и околовоенную промышленность. Даже социальные расходы включают в себя выплаты погибшим и раненым, расходы на медицину и реабилитацию участников войны. Короче говоря, открыв роспись бюджетных расходов, мы буквально не найдем ни одной строчки, за которой так или иначе не стояла бы война. Что такое расходы на поддержку федеральных СМИ? Это расходы на пропаганду войны, например. В этом году, по крайней мере, пока все остается как есть, бюджет военную нагрузку вроде бы тянет. Кряхтит, но тянет. А значит, перед нами не что иное, как подготовка военного бюджета на годы вперед. Значит, правительство заранее готовится к тому, чтобы в какой-то момент не оказалось, что денег на войну больше нет. Ведь мало ли что будет дальше. Кризис в Китае, нефть матушка подведет, сложнее станет санкции обходить, а поток денег на линию фронта не должен иссякать.
Есть и дополнительное подтверждение этой нехитрой мысли. Прямо на этапе законодательной инициативы от повышения налогов освобождены доходы участников СВО. То есть предполагается, что такая категория граждан теперь у нас прибудет вовеки. Есть пенсионеры, есть бюджетники, а есть участники СВО. О планах российского государства принято судить по каким-то идиотским сливам и инсайдам. На самом же деле не существует лучшего способа понять, чем будет заниматься бюрократическая система, чем посмотреть на ее законодательные изменения. Их обсудим после небольшого некоммерческого объявления. Посмотрите, пожалуйста. В январе в городе Баймак в Башкортостане прошли массовые протесты из-за посадки местного активиста Фаиля Алсынова, одного из защитников горы Куштау. Его приговорили к 4 годам колонии за неверно переведенное следствием слово. Тысячи человек тогда пришли к суду поддержать Фаиля. Но после объявления приговора силовики начали отгонять людей и задерживать их. Власти тогда еще завели дело о массовых беспорядках. Фигурантами по нему проходит больше 80 человек. И этих людей всячески терроризируют. Один впал в кому после избиения силовиками, 2 погибли. Из-за печальных событий в феврале и марте все уже забыли про эти протесты и уголовную кампанию против их участников. Но те по-прежнему нуждаются в юридической помощи и медийной поддержке. Такую помощь ОВД-Инфо предоставляет 12 фигурантам баймакского дела. Их адвокаты ОВД-Инфо защищают в суде и не дают подзащитным остаться 1 на 1 с системой. В месяц на ведение этих уголовных дел и оплату труда адвокатов требуется 600 тысяч рублей. Такие дела могут длиться годами, а поддержка адвокатов людям нужна в течение всего процесса. Лучший способ поддержать фигурантов баймакского дела – подписаться на регулярные пожертвования по ссылке в описании. Нужно оформить подписку прямо по приложенной ссылке, чтобы ОВД-Инфо направили ваши пожертвования именно на это дело. Кстати, почитать про фигурантов вы можете там же, по ссылке в описании. Донатить можно как с российских карт, так и с иностранных. При этом жертвовать ОВД-Инфо пока безопасно, но если что-то изменится, они сами тут же отменят вашу подписку. Небольшие, но регулярные пожертвования помогут ОВД-Инфо планировать деятельность на месяцы вперед. Подписывайтесь, пожалуйста, это очень важный проект. Продолжим. Чтобы понять, чем будет заниматься бюрократическая система, достаточно просто посмотреть на ее законодательные изменения. Ну, например, зачем, казалось бы, в 2018 году с ровного места повышать пенсионный возраст? Рейтинг свой похерили, реальных эффектов для бюджета особо не достигли. Неужели эти несколько сотен миллиардов рублей экономии в год так уж бесчеловечно были нужны, чтобы на такое идти? Не были. Разве что кто-то уже тогда не имел в виду заняться захватом чужих территорий вместе с их жителями. И, как следствие, получить очень резкий взлет нагрузки на пенсионный фонд. Миллионы новых пенсионеров разом. Если верховный начальник годом раньше или годом позже собирается устроить Киев за 3 дня, очень логично порезать некоторые фундаментальные косты сильно заранее, чтобы присоединение населения в размере 1/3 к существующему не разорвало бюджет в клочки. Это не значит, что люди, непосредственно занятые подготовкой государственной машины к чему-то плохому, имеют хоть малейшее представление о том, как плохое это будет выглядеть. Ничего они не знают. Насколько можно понять, перед финансово-экономическим блоком просто была поставлена задача. В перспективе нескольких лет мы должны быть готовы к резкому росту расходов. Сделайте с этим что-нибудь. Хотите понять, что будет делать Путин, смотрите, что делает его бухгалтерия. Они по природе своей деятельности не могут действовать тайно. Могут в стране быть секретные расходы, но уж точно не может быть секретных налогов, секретной ставки ЦБ. Все денежные ведомства вынуждены работать публично. Они вынуждены выходить и официально сообщать. Путину нужно намного больше денег на долгие годы вперед. Так сильно нужно, что мы даже готовы поступиться прежними политическими принципами и ввести не отраслевой, не косвенный налог, а прям взять деньги у граждан. Значит, в обозримой перспективе никакого снижения расходов не предполагается. Значит, что в свою очередь не предполагается ликвидация главной этих расходов статьи. Война теперь с нами до тех пор, пока начальник на месте. Вот и вся петрушка. На этом, кстати, месте можно закончить всю высоколобую аналитику на тему, хочет ли Путин мира или не хочет. Да какая разница, что он якобы хочет, если участник СВО вот-вот в России станет отдельным налоговым классом. Я в самом начале просил вас не обманываться конкретными цифрами. Не нужно думать, типа, ну и фиг с ним, у меня зарплата там 80 тысяч в месяц, меня это никак не коснется.
Закон, как обычно в таких случаях бывает, будет принят в максимально рамочном виде, дающим правительству право менять любые параметры в любой нужный им момент. Новость здесь совершенно не в цифрах. Государство идет за деньгами граждан. Вот что новость и что тренд. Какие он будет принимать формы? Формальное увеличение ставки, рост социальных отчислений, акцизов, НДС, добровольно-принудительную конвертацию депозитов в облигации военного займа. Это уже технические детали. Помните прекрасную историю с повышением планки призывного возраста? Когда всем объявили, что призывать в армию теперь будут с 21 до 30 лет. Объясняли еще, что надо людям дать возможность там поступить, отучиться, молодежь не надо так рано хватать. Но когда же законопроект стал законом, внезапно оказалось, что до 30 лет-то повысили, но по многочисленным просьбам трудящейся молодежи нижнюю планку оставили прежней и продолжат призывать с 18. Новый закон не о раскулачивании богатых, каким его пытается представить правительство и пропаганда. Это закон о прогрессивной налоговой ставке. В этом его суть. И тот, кто думает, что повышение ставки его не коснется, пребывает в мире иллюзий относительно собственного государства. Правительство получает в руки очень удобный механизм и будет им пользоваться. Кстати, тут отдельно надо сказать о тех, кого российское государство считает настолько неприлично богатыми, что хочет их для целей социальной справедливости раскулачить. Силуанов говорит, что повышение налогов затронет лишь 3 с небольшим процента работающего населения. Государство четверть века пухло от нефтяного бабла и буквально в лоб говорит, что $2200 в месяц до налогов показатель средненький в любой развитой стране. Например, это средняя зарплата в Эстонии. Так вот, в России это уровень, с которого начинается огромное богатство. Мало того, уровня этого достиг лишь каждый 30-й занятый. Сплошные эффективные менеджеры везде и всюду. Так хорошо и успешно руководят, такую выдающуюся стабильность поддерживают с каждым годом, такая устойчивая и растущая экономика у них, что средняя зарплата в Словении – это в России показатель такого богатства, с которого уже пора срезать жирок. Верхние 3%. В этом-то и заключается главная проблема. С одной стороны, правительство с нескрываемым вожделением уже год как смотрит на деньги граждан. Силуанов еще в декабре прямым текстом говорил: у народа там 40 триллионов на депозитах лежит, они просто так там лежат, киснут, можно сказать. А нам-то надо экономику развивать. С другой стороны, когда дело доходит до того, чтобы наложить лапу на доходы физлиц, выясняется, что накладывать-то ее особо не на что. За 25 лет стабильности в стране просто не сформировался тот самый средний класс, который выступает главным спонсором адекватных государств. Можно бесконечно рассказывать, мол, Россия только и занята потреблением стейков с аперолем. Реальность же заключается в том, что только 15% работающих получают более 75 тысяч рублей в месяц. Реальность в том, что абсолютное большинство россиян работают буквально за еду. И когда правительство лихорадочно ищет, с кого бы взять, то обнаруживает лишь единичные проценты. Да, невероятных богачей, которые даже могут позволить себе купить стиралку, минуя кредит, в России исчезающе мало. Создавать для их раскулачивания большой, сложный и дорогой в администрировании механизм прогрессивной налоговой шкалы бессмысленно. Но, как я уже сказал, задача не с них взять, задача сам механизм построить. А уже потом, поправками и подзаконными актами, механизм этот дотянется до каждого. До завтра.